если бы можно было присуждать звание праведника народов мира не только тем, кто спасал еврейские души во время Второй мировой войны, но и тем, кто спас или расширил границы еврейской культуры, вот я бы Даниилу Бомбергу обязательно присвоил это звание. Не золоту, свинцу досталась честь служить тысячеустно мысли правой. Тяжелый в словолитчика руке свинец, как эльф, порхает налегке, не смертной пулей, но крылатым словом он от побед спешит к победам новым. Это небольшой фрагмент из цикла стихотворений такого немецкого поэта Георга Гервига, который называется «Три песни о Гутенберге». В переводе, кстати говоря, Бориса Леонидовича Пастернака. Но можно, наверное, догадаться сразу, что наш новый цикл, который мы начинаем этими стихами, будет посвящен возникновению книгопечатания. То есть это будут печатные жемчужины. И действительно, книгопечатание, глупо говорить, все мы понимаем, что это абсолютно великое изобретение. Даже не знаю, с чем его сравнить. Оно вообще великое, а для еврейской культуры оно особенно великое. Потому что еврейская культура – это действительно культура текста, культура буквы. В данном случае уже буквы напечатанной. И если всему миру Гутенберг подарил знания, то еврейской цивилизации он не просто подарил знания, а вот по моим представлениям он ее сохранил как единую цивилизацию не меньше, чем, например, идея того, что евреи читают один и тот же текст из Пятикнижия в разных синагогах, но одновременно, синхронно поделив вот это Пятикнижие на недельные главы. Вот эти главы, они прямо как обручем сдержали этот народ. Так и то, что Гутенберг и последователи его, конечно, подарили нам возможность пользоваться копиями единого текста, не испытывать уже такого дефицита этого печатного слова и, соответственно, развиваться. Итак, мы начинаем наш рассказ про возникновение книгопечатания в различных местах еврейской цивилизации. Начнем мы с места, где вообще возникло еврейское книгопечатание, с Италии. То есть сегодняшняя наша встреча будет посвящена рассказу про Италию. Но все-таки, прежде всего, буквально несколько слов, как в Талмуде говорили на одной ноге, о возникновении книгопечатания. Значит, Иоанн Гутенберг. Мы не знаем, когда он родился. Вокруг 1400 года. Но сегодня принято считать условные даты его рождения, вот договорились так, день Иоанна Крестителя, поскольку он Иоанн, это 24 июня 1400 года. Родился он, скорее всего, в Майнце. Он был человеком образованным, он был мастером, ювелиром, и, наверное, его первые попытки, так сказать, печатать начались в 30-е годы. Во всяком случае, главный шедевр Гутенберга, его так называемая 42-строчная Библия, по количеству строк она так называется, она была напечатана без даты, но мы считаем, что примерно в период с 1452 по 1455 год. Дальше он напечатал еще одну знаменитую такую 36-строчную Библию. И мы не знаем, когда Гутенберг родился, но знаем, когда он умер. Он умер 3 февраля 1468 года. Вот запомним этот год, 1468 год. Все это происходило в Германии. Первая страна, где появилось книгопечатание вне границ Германии, это была Италия. И в Италии же возникло и книгопечатание на иврите.
Причем возникла примерно в это время. Мы не знаем точно, но сегодня по разным признакам мы считаем, что еврейское книгопечатание возникло в городе Риме примерно в период с 1469 по 1471 год. Существует только одна книга, которой, кстати говоря, была посвящена одна из серий предыдущего цикла «Еврейские жемчужины рукописные», но тем не менее я вам покажу ее еще раз. Вот эта книга – это комментарий Рамбана к Пятикнижию, где на самой последней строчке есть буквально несколько слов. «Неэтак» переписано «Аль-Еде Овадия у Менаше у Виньямин Мерома». Значит, смотрите, вот у нас есть три имени, Овадия, Менаше и Виньямин. Мы считаем, что это первопечатники, которые работали в Риме, и это очень нестандартный шрифт. Особенно в нем выделяется буковка «Т», которая, мне кажется, такой, не знаю, шляпой такой, закрученный весело. Вот. И вот точно с такой же нестандартной буквой «Т» было издано еще 4 книги, и мы их также идентифицируем этим же периодом и этими же типографами, наверное. То есть это все Рим, и это вот до 1471 года. В частности, например, был издан, это очень важно отметить, самый важный еврейский комментарий средневековый, это комментарий Раши. Вот можно на него посмотреть и увидеть, что это точно такой же шрифт. И, кстати говоря, интересно здесь это завершение фрагмента текста, и здесь уже есть попытка, например, набрать текст так, чтобы он выглядел и как, ну, можно сказать, в некотором смысле текстовая иллюминация. Это так называемые песочные часы, которыми набран этот текст. Также можно сказать, что все эти книги были напечатаны на однородной бумаге, в которой появляется водяной знак «Арбалет в круге». Это как вот этот комментарий Раши, и плюс к нему еще 2 книги. Это комментарий небольшой Леви бен Гершома на книгу Даниэля, и это, в общем-то, знаменитый большой словарь Сефер Хеарух Натана бен Ехеэля из Рима. Еще несколько книг можно, наверное, как-то приписать к этому, но это для нас не важно. Для нас важно, что вот началось книгопечатание в Риме, нестандартный шрифт, очень интересные книги. И примерно, вот как я уже сказал, 69-71 год. А дальше мы уже знаем датированные издания. В 1475 году на 2 разных концах Италии появились 2 книги, в которых четко обозначена дата. Это тот же самый комментарий Раши, который был напечатан в Реджио де Калабрия, и там вот в последней строчке можно потом почитать, тут точно указана дата, когда, значит, книга была издана, а в предпоследней строчке есть и имя, 3 строчки наверх этого печатника, это Авраам бен Гартен. Что интересно, что, обратите внимание, шрифт тоже нестандартный, и это сефардский шрифт. То есть, несмотря на то, что книга была напечатана в Италии, она ориентировалась на сефардского читателя. В этом же году в другой части Италии, в Пьово-ди-Сакко, была издана книга с другим шрифтом, которая точно ориентировалась на читателя Ашкеназа. Вот это типичные ашкеназские буквы. Это так называемый Арбаатурим, 4 столбца Якова бен Ашера, очень известный компедиум галахический. Вот 2 книги 1475 года. Дальше у нас было примерно 10 лет, ну, чуть поменьше, который я бы назвал таким периодом кустарного книгопечатания. То есть в разных местах, а именно в Ферраре, в Мантуе и в Болонии, местные печатники своими шрифтами, очень похожими на местную скоропись или на местный там какой-то почерк, печатали отдельные книги. Вот мне очень нравится печатник из Мантуи. Это мой любимый печатник Авраам Конат. Он о себе писал так. Авраам ктан хамашпиим веталмид харофим ханисмах зеира деман хаврая бен квод морену рабби шломо Конат зихро лехаей хаолам хаба hakotef бехама кульмосим бело маасе ниссим.
Значит, Авраам – ничтожный из влияющих, дипломированный ученик врачей, малый из помощников раввинов, сын высокочтимого учителя нашего Соломона Конета, да будет память его к жизни в будущем мире, пишущий несколькими перьями без чудодействия. Он еще постеснялся написать о себе, что он был и профессиональный переписчик, и сохранились рукописи им переписанные. Вот самая моя любимая книга, которую он издал, это так называемый «Сотовый мед», по-русски ее переводят, «Сефер Нофет Цуфим». Это совершенно уникальная попытка раввина, живого в тот момент, когда книга была издана, Мессира Леона, Игуды Мессир Леона, показать всему миру, что еврейская культура также значима и может оцениваться теми же критериями, которыми вообще оценивается культура высокого возрождения в Италии. А именно, он создал единственную в своем роде риторику, но на иврите, где речи ораторов древности латинских или там греческих он заменил речами еврейских пророков из Библии, доказав, что наша культура совсем вот не менее важна и с точки зрения того, как ее можно воспринимать в рамках высокой культуры возрождения в Италии. Очень интересная книга, очень красиво издана и тоже вот такой своеобразный шрифт. Также важно отметить, что Авраам Конет, он был, наверное, хороший муж и разрешил своей жене Эстелине издать небольшой трактат, который она и издала, он не датированный, но это все конец 70-х годов, до 80-го года, я бы сказал. Этот трактат Эстелина издала, он назывался «Бехинат Олам», «Испытание мира». И вот здесь есть колофон, где она пишет: «Они, Эстелина, Эшет, Адони, Ишив, Ханихбат, Квод Морену, Авраам Конет» и так далее. Что нам важно? Нам важно вообще, что это, скорее всего, первое персональное упоминание женщины, которая занималась еврейским книгопечатанием. Я все время пытаюсь это доказать и публиковал об этом в своих книгах исследований, потому что в большом инкунабуловедении считается, что первой женщиной, которая вообще появилась, имя, это Анна Рюгерин. Она была вдовой печатника Томаса Рюгерина, и она действительно в Аугсбурге в 1484 году напечатала 2 книги. Так вот, наша Эстелина напечатала свой этот трактат точно до 1484 года. Я бы считал, что это там 1478-79 год. Они с мужем, скажем так, издали 6 книг, из которых всего одна датирована. И датирована она 1476 годом. То есть вот вокруг этого как бы все происходило. Итак, что мы уже знаем? Мы знаем, что началось все в Риме, были типографии в разных местах, каждая из которых вот что-то пыталась напечатать, кому что было интересно. Но настоящий переход от такого кустарного производства типографского к типографии как настоящему процессу, как к фабрике, как вообще к новый шаг, он произошел с появлением на сцене в начале 80-х годов семьи Сончина. Это была семья ашкеназских евреев, которая вообще вела свой род там века, по-моему, с 14-го, они уж точно прослеживали его. И в начале 15 века семья перебралась в Италию. И вот в маленьком городке Сончина они открыли типографию и взяли себе как бы название города как свою фамилию. Мы знаем, что в 15 веке работало 3 поколения вот этой семьи Сончина. И первая книга, которую они издали, была издана в 1483 году. Что очень важно для нас, что это была попытка, успешная абсолютно, издания трактата Вавилонского Талмуда. Это трактат Брахот. Да? Первый трактат, которым открывается, собственно говоря, Талмуд. Вот посмотрите на этот лист. Они как бы, понимаете, они сразу задали на века, задали
правильное расположение материала. Они поместили талмудический текст в центр, а вокруг комментарии Раши и Тосафот. Комментарии Раши всегда на внешних полях, и Тосафот, то есть добавление к комментарию Раши, всегда на полях внутренних. Вот, в этом, соответственно, издании уже есть колофон, где написано, что издали они его 20 числа месяца Тевета 243 года по малому счету. Вот если мы переведем эту дату, у нас получится 19 декабря 1483 года. И, соответственно, наверное, год еще они до этого готовились. Вот где-то с 1482 года они начали печатать. Значит, у них был патриарх, глава. Я не знаю, насколько он сам уж прямо принимал участие в процессе, но он их вдохновил всех. Его звали Исраэль Натан бен Шмуэль Сончина. У него был сын Йехошуа Шломо бен Исраэль Натан Сончина, который издал много книг. И вот он был такой серьезный очень уже издатель, печатник. И два внука, Гершем бен Моше Сончина и Шломо бен Моше Сончина. Это сыновья другого сына, внуки вот эти. Из них настоящим серьезным типографом, и, кстати говоря, единственным типографом, который печатал книги и в 15 и в 16 веке, был Гершем бен Моше Сончина. Вообще, он один из моих самых любимых типографов. Он разработал очень интеллигентные шрифты. Он печатал очень интеллигентные издания Танаха и Пятикнижия с Хафтарот и без Хафтарот, которые могли быть использованы. Такие небольшие книжечки, очень удобно их было брать в дорогу. Он же первый, кто начал печатать художественную литературу. В частности, он напечатал знаменитые макамы Иммануила Римского. Это такая совершенно удивительная книга, которая, такой Декамерон, что ли, в еврейской литературе. Это очень интересная книга, и в частности, вот на этой картинке вы видите, что это начало шестой макамы. А в шестой макаме они, кстати говоря, обсуждают, какая поэзия краше. Сефардская, провансальская или итальянская. Меня никто не спросил, но если бы меня спросили, я бы считал, что все-таки сефардская поэзия краше. Интересно еще, что он издал такую замечательную книгу «Мешаль Хакадмони», автора Ицхака ибн Сахулы XIII века, в которой впервые появились картинки, настоящие иллюстрации. Эта книга тоже, она такая, как бы чудесная сказка, в которой, тем не менее, очень хорошо показаны возможности иврита того времени. И с точки зрения языка она совершенно прекрасно написана. А картинки эти, здесь они как раз собраны вместе, они разбросаны по тексту. Это первые примеры иллюстраций. Видимо, книга была необычайно популярная, потому что он издал ее дважды. Один раз мы считаем в Брешии, примерно в 1491 году, а второй раз мы не знаем, когда, но тоже вот в 15 веке. Может быть, вокруг этого 1491 года. И вот представляете себе, это огромная, уже серьезная типография, которая для нас очень важна. Они сделали, с моей точки зрения, 3 революционных вещи. Во-первых, они выработали шрифт, который используется до сегодняшнего дня. Вот сегодняшний ивритский шрифт стандартный и религиозный, и светский – это 2 вида шрифта, которые, собственно говоря, эти санчины и придумали. Это квадратный шрифт и вот полукурсивный, который сегодня принято называть шрифт Раши. А его называют шрифтом Раши не потому, что Раши – великий комментатор Раби Шломо бен Ицхак так писал, а потому что они так издали его комментарий.
И вот что интересно, они же ашкеназы, стопроцентные, приехавшие из Ашкеназа, значит, вот на свою новую малую родину. А шрифты они отлили на базе сефардского, итальянского полукурсива и квадратного шрифта. То есть они ориентировались, скорее всего, на покупательную способность сефардов, которые тогда жили в Италии, и для которых эти шрифты были более привычные, что ли. Вот, они нам подарили шрифты. Они издали два главных памятника. Это Библию со всеми гласными кантиляционными знаками, со всем, что возможно. Это очень непростая была работа. И они издали несколько трактатов Талмуда, вот придумав правильное расположение этого материала. Вообще, почти половину всех книг, которые были напечатаны в XV веке в Италии, напечатали вот эти представители дома Санчина. Так вот, я делал такой сводный каталог книг еврейских, изданных в XV веке. У меня получилось, что 44 книги они напечатали, а всего, по-моему, 90 с чем-то было напечатано в Италии. Кроме них еще была одна очень важная типография. Это отца и сына Гунценхаузеров. Они, например, издали «Канон Ибн Сины», очень известная, самая большая и единственная полная энциклопедия медицинская, которая была издана вот в XV веке. Они работали в Неаполе. И санчиниды работали в Неаполе. То есть у нас уже тогда возникла ситуация, что в одном городе работали две еврейских типографии. Более того, они умудрились издать одну и ту же книгу. Это словарь Шорашим Давида Кимхи. И в колофонах вот даже пытались друг с другом как-то соревноваться, доказывая, чья работа лучше. Вот. Это очень коротко про все типографии, которые были в XV веке. Но мы не должны забывать, что помимо этого были и еще и издания, которые мы точно можем атрибутировать Италии и XV веком, но не знаем, кто и когда их издал. Например, вот такая была книга «Кольбо», очень популярная, и она сохранилась в достаточно большом количестве экземпляров, но где и когда она была издана в Италии, мы не знаем. Итак, XV век завершился, начался век XVI. И вот век XVI – это настоящий век расцвета еврейского книгопечатания. Самое главное, что произошло, это превратилось в бизнес, в чистый бизнес. То есть христиане занялись изданием еврейских книг, а евреи, например, наш уже знакомый нам Гершом Санчина, они прекрасно стали печатать книги в латинской графике. Не только, но в латинской графике. То есть каждый вот как бы показал, что они заняты именно книгопечатанием, а не какой-либо идеологией. И центром еврейского книгопечатания стала христианская типография Даниила Бомберга в Венеции. И вообще Венеция превратилась в первой половине XVI века в самый большой всемирный центр еврейской печати. Даниил Бомберг – один из героев моей жизни. Я не знаю, как это рассказать правильно. Вот был такой замечательный, знаменитый коллекционер еврейских книг Джек Лунцер в Лондоне. У него была крупнейшая коллекция еврейских книг и 15 века, и 16. И я много с ним работал. Он мне всегда говорил: Шимон, все интересно, все интересно. Но главным был Даниил Бомберг. Почитай его тексты, почитай, что о нем пишут люди, которые у него работали, и ты поймешь, что если бы можно было присуждать звание праведника народов мира не только тем, кто спасал еврейские души во время Второй мировой войны, но и тем, кто спас или расширил границы еврейской культуры, вот я бы Даниилу Бомбергу обязательно присвоил это звание. Я бы тоже присвоил. Смотрите, это христианин, родившийся в 1483 году в Антверпене в очень богатой купеческой семье. Получил изумительное образование и был вот с юности, у него была невероятная тяга к наукам. Семья отправила его по бизнесу, как бы сейчас сказали, в Венецию. Он оказался в Венеции
И в Венеции, помимо того, что он занимался торговыми связями своего семейного концерна, он сначала попытался, а потом и преуспел в этом, получить лицензию на издание еврейских книг. Дело в том, что он, как глубоко верующий католик, очень увлекался древнееврейским языком, хотел и мог читать Библию в оригинале. Но более того, сейчас вот открылось несколько его писем, которые помимо свидетельств людей, которые его знали и которые с ним работают, эти письма показывают, что он владел ивритом абсолютно совершенно, ровно так же, как его учившие иврит с детства еврейские коллеги. Он любил этот язык, знал его очень хорошо и хотел на нем печатать книги. И вот он действительно получает право издавать еврейские книги. Он издавал еврейские книги примерно с 1516, может быть, 17 по 1548 год. За это время он издал примерно 200 книг. У него была огромная типография, в которой работали, опять же, примерно, считается, 200 человек. Он сумел призвать самых выдающихся специалистов по еврейской грамматике и знатоков еврейского текста, как библейского, так и талмудического, для того, чтобы они работали редакторами у него в типографии. И, видимо, именно пока они работали у него, они имели право жительства в Венеции, я так думаю, поэтому никто не торопился от него уходить. Он начал с издания библейского текста. Издал совершенно потрясающие 3, по-моему, издания и всего Танаха, и Пятикнижия. Вот такое как бы начало. Потом он первый, кто издал полностью весь Вавилонский Талмуд. Он издал его 3 раза, а некоторые, смотря как считать, некоторые исследователи считают, что даже 4 раза. Весь Талмуд. Он издал Иерусалимский Талмуд. Начал он вообще с издания молитвенников. И так далее, и так далее. Что важно, это был очень серьезный человек. Никакой художественной литературы, никаких Макамов и Эммануила Римского он не издавал. Он издавал галаху, он издавал молитвенники, и он издавал цивилизационно образующие еврейские тексты. Библию, Талмуды, Мишне Тора и вот таких авторов. Совершенно выдающийся действительно человек. Вот у него, может быть, как пример, можно сказать, что он издал настолько точный текст Танаха, еврейской Библии, что когда в начале XX века стали готовить критическое издание библейского текста, готовили его сначала именно по тем книгам, которые издавал Даниил Бомберг. Был такой знаменитый Яков ибн Адонияху, который был редактором у него библейского текста, и вот с его редактурой как раз работали. Видимо, это был человек очень сильного влияния, или уж не знаю как, я не знаю даже, важно ли это для нашего рассказа, но почти все специалисты, которые с ним работали, постепенно принимали христианство. И в частности, вот этот самый Ибн Адонияху крестился. А дальше еще стоит, наверное, упомянуть имя человека, который, я не знаю, какая у него была функция, но, наверное, он был директором этого вот печатного дома. Это Корнелия бен Барух Эделькинд. Вот этот Корнелия, он печатал книги, и, например, есть знаменитый Махзор, который они издали вместе, очень изящный, небольшой, где в конце есть прекрасный колофон, в котором он пишет: «Нитпас аль-едей Корнелия Эделькинд бевейт Даниэль Бомберге у Вишмо беэрев Песах шнат рейш пейвав». То есть напечатано Корнелия Эделькиндом в доме Даниэля Бомберга и по его повелению, или от его имени, в канун Пасхи года 286, это 1526 год. Этот Корнелия Эделькинд, он тоже стал христианином, сына своего назвал Даниил, то есть явно, так сказать, в пиетете к Даниилу Бомбергу, а Корнелия – это, собственно говоря, имя отца Даниила Бомберга, а его имя в Израиле было Исраэль. Он работал в Венеции
и самостоятельно, и с Даниилом Бомбергом. И когда Бомберг вернулся в Антверпен, он продолжал руководить его типографией до 1548 года. И когда типография закрылась, продолжал еще печатать до середины XVI века. Вот смотрите, и к середине XVI века уже возникло несколько типографий в Венеции. Это была типография знаменитая Марка Антонио Юстиниана, типография Элоизия Брагадина, который печатал еврейские и нееврейские книги. Это уже не так важно. Я бы сказал, что вот к середине XVI века, когда завершилась эра Бомберга, если можно так выразиться, книгопечатание в Венеции точно, а скорее всего и во всей Италии, как бы победила рукописную книгу. С этого момента рынок книжный стал в большей степени рынком книги печатной, чем книги рукописной. Вот, большое вам спасибо, а на следующей встрече я расскажу про другой регион, где также книгопечатание появилось в XV веке.